Лаос – страна, о которой у нас мало кто говорит. Здесь нет моря, пляжей, каких-то громких курортов или рекламы в стиле баунти. Но, может, именно поэтому сюда и стоит заглянуть? Лаос – это жгучий коктейль из невероятных природных пейзажей, французской архитектуры и багетов, красных советских флагов с серпом и молотом, экзотической кухни, от которой у вас волосы на затылке зашевелятся, и атмосферы вечного праздника, создаваемой дружелюбием и весельем местных жителей. Всем привет из Лаоса! Меня зовут Серж, и я уже больше 7 лет живу в странах Юго-Восточной Азии. Моим любимым городом Лаоса стал городок Ван Вьенг. Сюда я приезжаю уже не в первый раз. Об этом городе я уже как-то рассказывал в одном из своих предыдущих видео. И вот я снова сюда вернулся. Ван Вьенг – это небольшой туристический городок, со всех сторон окруженный зубчатыми карстовыми горами. И у меня тут с прошлого раза остался, так сказать, незакрытый гештальт по активностям. Тогда я тут был проездом и толком ничего и не посмотрел. Из столицы Лаоса до Ван Вьенга ходит поезд. Друзья-китайцы построили железную дорогу через весь Лаос и прямо в Китай. Им так удобнее вывозить из Лаоса ресурсы. И вот именно на этом поезде я приехал в Ван Вьенг за 171 тысячу лаосских кип. Еще 40 тысяч кип пришлось отдать водителю тук-тука, который меня вместе с другими туристами от вокзала привез к моему гестхаусу. Этот гестхаус мне обошелся в $20 за ночь. А приятным бонусом было то, что вот такой завтрак уже входил в эту стоимость. Вокруг Ван Вьенга полно всяких активностей, подписаться на которые можно, буквально на каждом шагу. У нас в гестхаусе прямо на ресепшене можно было забронировать тур, состоящий из букета разных мероприятий. Ну и вот я подписался на тур номер 5. А может быть, Лаос не самое популярное туристическое место, потому что Лаос нифига не для слабаков? И если ты выжил после всех этих активностей, то как бы уже неплохо. Вначале нашу группу на шинах от КамАЗа засунули в подземную реку, откуда мы час искали выход. «Посетить мокрую пещеру», — сказали они. Затем 500 километров заставили грести на веслах, пока руки не стали отваливаться, где самым веселым развлечением было не расфигачиться в клочья об острые каменные глыбы, торчащие прямо из воды. Потом почти час пришлось на четвереньках до 7-го пота карабкаться по 30-градусной жаре по почти отвесной горе. Ну и в конце тебя приматывают веревкой и нафиг сбрасывают с этой самой горы. И вот если ты выжил после всего этого, то радостный сможешь привезти домой целую кучу впечатлений. Но давайте обо всем по порядку. Утром после завтрака за мной на мотобайке заехал пацанчик в этой смешной шляпе и повез меня на точку сбора. Там организаторы тура распределяли по тук-тукам столпившихся туристов в зависимости от номера их экскурсии. Меня определили в группу с немцами и британцами, посадили в маршрутку и повезли на первую точку. Первой остановкой была Слонопотамова пещера. Как пещера? Там скорее просто углубление в скале с алтарем и несколькими статуями Будды. А при чем тут слонопотамы? А вон там сталактит формой напоминает слоника. Отсюда и название.
И вот, когда все пофоткались со слоновьим сталактитом, нашу группу повезли на следующую точку. Благо, ехать пришлось совсем чуть-чуть. Нас привезли к какому-то, на первый взгляд, невзрачному озеру. Выдали спасательные жилеты, непромокаемые сумки для личных вещей и налобные фонарики. Посадили в тюбинг, здесь так называют большую надувную камеру, и сказали схватиться за веревки и тянуть себя внутрь. Оказывается, у основания озера есть вход в огромную пещеру, внутри которой течет подземная река. Когда гид рассказывал про мокрую пещеру, не это я себе представлял. И вот ты буквально на веревке заползаешь в темноту. Ну, прямо радость для клаустрофоба. Внутри холодно. Эхом отражаются голоса и никаких декораций или подсветки. Только тусклые лучики фонариков на лбу туристов и скользкие влажные стены. Мы затаскивали себя в пещеру все глубже и глубже, по натянутой вдоль стены веревки, стараясь при этом не расшибиться о периодически возникающие препятствия в виде торчащих сталагмитов или свисающих с потолка сталактитов. Время от времени наши так называемые лодки садились на мель, и приходилось, скрючившись, идти пешком, таща за собой это плавсредство до следующего участка реки. И вот таким макаром мы пробирались все глубже и глубже. Минут, наверное, 30, в полной уверенности, что вот-вот мрак пещеры озарится ярким солнечным светом выхода из нее. Но веревка закончилась, а пещера и не собиралась. И без веревки следовать дальше за этой тьмой не было никакой возможности. Делать было нечего. Мы развернулись и потащились обратно туда, откуда пришли. И еще минут через 30 блужданий во тьме наконец-то показался выход. Когда все окончательно выгреблись из пещеры, нас по Лаосскому бездорожью повезли навстречу следующим приключениям. А привезли нас к мелководной, быстрой горной реке. Той самой, что течет вдоль всего Ван Бьенга. На нас нацепили спасательные жилеты, выдали по веслу и сказали разбиться на пары. Мне же в напарнике достался болезненного вида европеец. По внешнему виду, судя по всему, любитель запихивать в себя всякое запрещенное. И у меня реально возникли опасения, а сможет ли он вообще дожить до конца маршрута. Нам провели инструктаж. Вот вам каяк, лезьте в него и гребите по течению. И постарайтесь не убиться о торчащие из воды камни. Ну и если ваш каяк вдруг перевернется, то лезьте обратно и гребите снова. Ну, вроде как, звучит не очень-то и сложно. Выгребать только, походу, придется в одного. На наркошу надежды было мало. Я думал, это будет легкая прогулка на лодочке по реке, а всю основную работу сделает течение. Плыви, да любуйся видами гор. Но грести пришлось, наверное, аж целый час, пока руки не стали отваливаться от усталости. Постоянно приходилось огребать препятствия в виде торчащих из воды камней. А наше плавсредство то садилось на мель, то закручивалось в водовороте течения реки. Мне почему-то было важно финишировать не последним. Поэтому, вместо того, чтобы любоваться видами, я сосредоточенно пытался обогнать остальных участников группы. Мы все гребли и гребли и гребли. Я уж грешным делом стал думать, что такими темпами мы приплывем прямо в Китай. Но нет. За очередным изгибом реки нам жестами показали причалить. Финишировали мы с наркошей вторыми. Ну, правда, с конца.
Меня поразила одна 70-летняя британская пенсионерка, что была в нашей группе. Она и гребла активнее нас. Да и в целом бойкая, прикольная пенсионерка. А я, говорит, всегда вот так вот по Азии путешествую одна и люблю активный вид туризма. Она мне по энергетике напомнила нашего дядю Пашу с Филиппин. Кто не знает дядю Пашу, у меня с ним есть интервью на канале. После всей этой гребли нас прямо на берегу реки посадили за стол, где группу ждал обед. Рис, курица, овощи, багет, фрукты. Ничего особенного, но почему-то было так невероятно вкусно. Затем нашу группу погрузили в тук-туки и повезли дальше. Следующей остановкой стала так называемая Голубая лагуна. У подножия одной из гор, в заводях протекающей здесь горной реки, местные оборудовали бассейны и места для отдыха. Беседки, кафешка, мостики, рыбки и невероятно бодрящая речная вода. Просто красота. Кто-то загорал, кто-то развлекал себя прыжками в воду, а кто-то просто лежал в воде, остывая от палящего лаосского солнца. Мы провели в лагуне чуть больше часа, а затем нас снова собрали в кучку и отвели к месту следующей активности. Это был зиплайн. Зиплайн — это когда тебя карабинами цепляют к натянутому на высоте стальному канату, и ты, как мешок с картошкой, скатываешься с горы под действием силы тяжести. Зиплайн в стоимость моего тура не входил, поэтому мне дополнительно пришлось доплатить $10. Нам провели инструктаж, который, если коротко, сводился к одному пункту. Постарайтесь не убиться, иначе у нас просто не будет больше работы. Затем меня обмотали ремнями и карабинами, выдали каску и сказали идти в гору. Как и гласит народная мудрость, чтобы откуда-то спуститься, надо сначала куда-то подняться. Ну и вот, во всем этом обмундировании, и главное, что в каске, мы принялись карабкаться в гору. Я, как истинный джентльмен, подниматься вперед пропустил даму из Великобритании, а сам, словно за путеводной звездой, стал следовать за ее необъятными формами. Не, ну а вдруг там змеи? Карабкались мы, наверное, минут 30, и подъем был нифига не легкой прогулкой по лесной тропинке. Пришлось и по лестнице подниматься, и по камням лазить. О, блядь. Хорошо, хоть обратно не придется спускаться. Ну, в конце концов, мне удалось подняться на вершину. Старость не радость, блин. Там, на самом верху, была смотровая площадка с неописуемым видом на близлежащие горы. Чуть ниже находилась стартовая площадка для зиплайна. Меня зацепили за трос и пинком в спину отправили в полет. Шучу, конечно, но почему-то именно так я себе это и представил со стороны. Оператор 99 уровня, блядь. Первый раз в жизни пробую зиплайн, а во время спуска умудрился заснять только свой нос. Я потными от страха ладошками вцепился в ремни и не заметил, как перекрутилась камера, закрепленная на груди. Следующая отправная точка была там же, где находилась предыдущая. Я поправил камеру, все проверил, и во время спуска в этот раз профессионально заснял лишь браслетики на руке. Окей. Трос был натянут между разными вершинами на разной высоте, а всего было 4 спуска. И чтобы добраться до следующей стартовой площадки, которая представляла собой платформу на хлипеньком дереве, нужно было перебраться по подвесному мосту.
Во время следующего спуска я уже профессионально заснял ремешок. Видите, какой я классный оператор? Каждый раз снимаю что-то новое. Последний спуск был в стороне от предыдущих 3, и до него еще нужно было добраться. Там тоже был подвесной мост и платформа на невнушающем доверие дереве. Ну что, во время спуска я опять заснял ремешок. Ну не горы же снимать, да? Когда все спустились, нашу группу погрузили в тук-тук и повезли по нашим отелям. А нам, замученным, но довольным, осталось лишь любоваться видами гор, озаренных закатным солнцем. Отличный выдался день, полный эмоций и новых впечатлений. Такая вот экскурсия номер 5. После заката, замученные своими турами, туристы сползались в бары и рестораны на центральных улочках города. А я решил завершить этот насыщенный день лучшими в мире банми. Для тех, кто не знает, банми – это такой мощный бутерброд, который обычно ассоциируется с Вьетнамом. Но поверьте мне на слово, здесь в Лаосе и в Ван Вьенге в частности готовят одни из самых офигенных банми, которые я когда-либо пробовал. После тура номер 5 я понял одну простую вещь. Вокруг Ван Вьенга полно интересных мест, которые спокойно можно посетить самостоятельно, без всяких туров и турфирм. Полно голубых лагун, пещер и смотровых площадок. Я решил не изобретать велосипед и просто попросил всезнайку ChatGPT составить для меня маршрут из 5 интересных мест вокруг Ван Вьенга, которые я бы мог посетить самостоятельно, без всяких туров. Велосипед я, кстати, арендовал на день за 80 тысяч кипов. Хотя еще пару месяцев назад он в этом же самом месте стоил 60 тысяч кипов. Однако инфляция. Интересно, а есть ли такое понятие, как велосипедная страна? Если нет, а можно я его придумаю? Вот есть страны, где мне абсолютно не хотелось садиться на велосипед. Это Вьетнам с его сумасшедшим движением. И в Таиланде тоже не хотелось. Уж слишком там все как-то организовано, аккуратно. А Лаос не такой. Здесь меня так и тянуло прыгнуть на велик и крутить педали по лаосскому бездорожью, исследуя каждый уголок и любуясь видами гор в этих местах. Первой остановкой моего импровизированного велосипедного тура стала смотровая площадка Нам Ксай. Подъем на смотровую площадку стоил 20 тысяч кипов. Это, наверное, самая распиаренная возвышенность в округе. И я уже как опытный лаосский скалолаз примерно представлял, что меня ожидает впереди. Водичку вот холодную взял с собой. Еще одна вершина, которую предстояло покорить. Можно я уже просто здесь останусь? Старый я уже стал для всего этого дерьма. Почему здесь лифта нету? Мимо меня то и дело скользили другие туристы. Кто-то торопился наверх, а кто-то уже спускался вниз. Когда подъем закончился, передо мной раскинулся тот самый знаменитый пейзаж Ван Вьенга. Карстовые горы, которые будто вырастали прямо из зеленых полей.
Где-то внизу петляла дорога, по которой я совсем недавно крутил педали, а вокруг лишь ощущение бесконечного пространства. Ну и галдеж туристов. Как уж без этого. На самой вершине была деревянная беседка, где последние отдыхали от утомительного подъема, а вокруг деревянный променад. Туда еще для антуража местные затащили пару мотоциклов, на которых можно было посидеть и сделать фотки на фоне гор. Я провел на вершине какое-то время, отдохнул и стал спускаться вниз, уступая место очередной порции туристов. Вот почему скала не падает, потому что поддерживается деревяшками. Спускаться было все-таки легче, чем подниматься наверх. Фу, почти спустился. Главное, остался живой после этого квеста с подъемом на смотровую площадку. Ребят, а вы тут что делаете? Идите ко всем. Ходят они тут по дороге. Следующей остановкой ChatGPT посоветовал пещеру, которая находилась чуть дальше по той же дороге, что и смотровая площадка, которую я только что посетил. Там, оказывается, была не только пещера, но и смотровая площадка на вершине. Об этом рассказала женщина, которая продавала билеты у подножия горы, и велела ориентироваться по красным стрелочкам. Ну вот неужто опять надо куда-то карабкаться? Я просто хотел в пещерку. А чтобы залезть в пещерку, надо карабкаться. Так, viewpoint туда не пойдем. Почему viewpoint нужно идти прямо, а чтобы залезть в пещеру, нужно, блядь, опять куда-то наверх лезть? Я еще не успел оклематься от предыдущего подъема, и снова карабкаться по горам, совсем как-то не хотелось. Но это Лаос, детка. Мало ли чего я там хотел или не хотел. Туда? Я поднимался все выше и выше, следуя за красными стрелочками в поиске загадочной горной пещеры. Серьезно? Туда? Не хочу я туда лезть. Это что, для хоббитов? Ёпта. 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 Маленькая какая дырочка. О, тут Будда. Ой, кайф. Может, бабки у него подрезать? Вон у него сколько. Ему-то зачем, он каменный. И у этого. И у этого. Ну рассказывай, братан. В чем смысл жизни? Как быть счастливым? Вот мотаюсь я по странам и городам. И там жил, и сям жил. А счастья нету. А ты сидишь здесь годами в пещере с улыбкой на лице. В чем твой секрет? Че и денег тебе принесли? Давай, братан, остаешься за старшего. Потом мне расскажешь, в чем смысл жизни. И вы тоже, мелкие. Конечно, с таким ростом-то в эту пещерку вообще несложно пролезть. А мне что делать? Ёпта. Издеваетесь. Авария. Я вернулся к развилке и пошел по другой дороге. Алтарь в скале со статуями Будды – это была не та пещера, которую я искал. А, ну вот же вход. Нашел наконец-то. Парочка туристов передо мной, едва заглянув внутрь, ретиво поспешила к выходу. Ну, отличный же знак. Значит, надо лезть дальше.
Разгоняя мрак пещеры фонариком телефона, я шел все глубже и глубже. Что это за пещера? Сталактитовый член? Пропусти меня, пожалуйста. О, все же красивее. Здесь тоже были красные стрелочки, судя по всему, заманивающие путников в бесконечную тьму. Жуть какая. Куда эти стрелочки меня вели? Был только один способ это выяснить. Еще одна. Куда туда, алло? Страшно. И вот солнечный свет наконец осветил мрак пещеры. Это выход? На поверхность я вышел где-то с обратной стороны скалы. И куда идти дальше было совершенно непонятно. Спелеолог, блядь, хуев. Где выход-то? Туда, что ли? Где выход-то, алло? Ладно, пойду как пришел. Че опять в пещеру лезть? Я и не помню, как я... Тут уже не было ни красных стрелочек, ни тропы. Лишь джунгли, обрыв и гора. Признаться, я был немного дезориентирован. Я попытался вернуться ко входу в пещеру тем же путем, которым и пришел. Сталактит? Сталагмит или кто ты? Нет, подождите. Я шел, встретил забор, пошел по стрелочкам. А, все, вспомнил. Вот мимо этого члена я проходил. Блять, авария. Свет, свет, яркий свет. Пещера находилась примерно на полпути к вершине. То есть, получается, многие из этих карстовых гор вокруг Ван-Дьенга реально могут быть полыми внутри. И да, я не шутил, когда сказал, что заблудился. В какой-то момент немного даже стало страшновато. Но опыт, конечно, впечатляющий. И раз я уже был на полпути к вершине, то почему бы не подняться и до самого конца? Ну, полезу на эту тоже смотровую площадку. Раз я уже тут, чё бы и туда не залезть. Одной больше, одной меньше. Потом отдыхать буду. Я к этому моменту был уже, можно сказать, опытный лаосский скалолаз. И очередной подъем на очередную смотровую площадку меня уже не пугал. Ну, дела. Куда идти? Пойдешь налево, найдешь самолетик. Пойдешь направо, найдешь Пегаса. А мне куда идти? Пойду к Пегасу. Заметив щель в скале, я не удержался, чтобы не засунуть туда голову. Я человек простой. Вижу щель, сую туда голову. Да, муха, отстань, я еще не сдох. Сдохну, тогда прилетишь. Дорогие наши телезрители, вы видите
уникальную картину. Здесь знаменитый лаосский орлан построил свое гнездо. Хотя, наверное, это был все-таки не орлан, а еблан. Еще немного усилий, и впереди показались крылья хозяина горы. Вот кто гнездо построил там. Гадалки не ходи, это он. И вот покорена еще одна вершина. Уже 4-я в Ванвенге. Фух, никого нет, кайф. Свою первую лаосскую вершину я покорил еще в прошлый приезд. И вроде бы кажется, что после одной смотреть и лезть на остальные уже нет особого смысла. И подъем, и виды там плюс-минус одинаковые. Но знаете что? Именно это мне понравилось куда больше других. Наверное, потому, что здесь я был совсем один. Наедине с собой и без галдежа толп туристов. Коняка, ты чё не отвечаешь? Иди за гнездом своим следи. Я провел наверху какое-то время, поразмышлял о планах на будущее и стал спускаться вниз. По моему плану, сегодня нужно было успеть посетить еще одно место. Is it a hard hike? Not so. You can do it. Дальше голубая лагуна номер 3. Все, хватит с подъемами в гору на сегодня. В окрестностях Ванвенга, наверное, с десяток голубых лагун. Здесь так принято называть природные заводи с ярко-бирюзовой водой, которые местные превратили в зоны отдыха для туристов. Каждая из них пронумерована и старается, хоть чем-то выделиться. Где-то делают упор на тусовочную атмосферу, где-то на прыжки в воду, где-то на пещеры, зиплайны или просто красивые виды. Но их всех объединяет одно – это холодная горная вода, которая в лаосскую жару ощущается буквально как спасение. Предыдущая, которая была в составе тура номер 5, значилась под номером 1. А эта, на которую я вот сейчас прикрутил педали, имела номер 3. И ее фишечкой как раз и были прыжки в воду как с тарзанки, так и без. Здесь было несколько кафешек и баров. И после 2 подъемов в горы и долгой поездки на велике по лаосской жаре, остыть в бодрящей горной воде с манго-шейком в руках было самое оно. Насыщенный получился день, и пришло время крутить педали обратно в город. Вернуться я решил не по той дороге, по которой приехал, а типа сократить по проселочной. В итоге дебилоид заехал в какие-то неизведанные ебеня. Ну чё, я заблудился. Хотел сократить дорогу. В итоге 10 километров херачил по какому-то бездорожью и приехал в тупик. Надо обратно ехать. Солнышко самое такое палящее. Тут вообще ни магазина, ни человека, никого нету. Ни петуха никакого, ни собаки. Вообще дичь какая-то. Безлюдье. Ну вот, как всегда, хотел сократить, а в итоге пришлось дать круг в несколько десятков километров. Замученный, но довольный, в город я вернулся уже ближе к вечеру. В лучах закатного солнца лодочки с туристами после речных прогулок одна за другой причаливали к берегу, а местные развлекали последних, обрызгивая их водой. В рестораны и бары сползался уставший от дневных приключений народ. А ларьки с уличной едой наполнялись как привычными,
так и полоски экзотическими яствами. Осмелились бы попробовать такое? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео до самого конца. Всем удачи и всем мира! Окружили меня, в стаю приняли. Будем вместе теперь бегать и ссать на пальмы. Собаки мои.